Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре второй левел нации Швеция, легкий танк, проходная прокачиваемая ветка с ТРВ М38. Вот такой вот легкий танк. Насколько он хорош или плох, мы сегодня разберем полноценно в нашем гайде. И уже по сложившейся традиции сразу предлагаю начать с бронирования. Идем смотреть бронирование. Погнали. Итак, вот наш ТРВ М38. Смотрим броню очень быстро. Сейчас поймете почему. НЛД 14, ну 15-16 ВЛД, корпус у нас подбашенная рубка 16,5, люк мехвода 13, башня 15, щека, вот единственное, что щекой может что-то зарикошетить иногда, да, 21, вот, а слева и справа маска орудий 55, сама маска орудия 50-60, лючок сверху 13, боковое бронирование 13. Танковать от борта, щека у нас тут подставляется. Ну, что-то может, что-то, но не все. Вот, соответственно, этому танку, если вы видите, да, лучше не стрелять. Все, что связано с пушкой, в маску орудия слева и справа, вот этот вот пятак, да, и вот в эту щеку может реально зарикошетить. В остальном огромный корпус, вот, большой достаточный корпус, брони здесь нет. Так, с броней разобрались. Давайте смотреть, что у нас с модулями. У нас две пушки предлагается второго уровня. Вот, пулеметная. И есть у нас топовая третьего левела. Одиночными снарядами стреляет. Соответственно, ребята, я буду катать сейчас обзор снимать на топовые пушки. Но сразу скажу, я играл как на той пушки, на пулеметной, вот на этой, как на этой. И мне, честно говоря, самому больше понравилось играть вот на этой пушечке, на пулеметной. Потому что, ну, в песке все-таки, мне кажется, вот эта пушка более актуальна. Но обзор мы снимем на топовый. Вот, соответственно, обязательно качать топовый двигатель, обязательно качать топовую ходовую. У танка достаточно посредственная подвижность. В связи с этим по оборудованию, другое оборудование на этот танк никакое вообще не ставим, только турбину, только. По снарядам у нас, значит, основной снаряд ББХ летит 785, а вот голда уже летит 1150. Большая разница по скорости полета между снарядами, конечно, по подвижной целям, да плюс для уверенного пробития идеально подойдет подкалиберный голдовый снаряд. 55 бронепробития на основном снаряде вы часто будете банально не пробивать. И это факт. По снаряжению ремку, по экипажу у нас здесь 3 члена экипажа. Первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт. Вторым перком боевой брас. Далее качать, как показано в таблице. У меня важно, я буду опять же обзор снимать. Экипаж я снял с Юдуса 16 и не переобучал на 100% на эту машину. Это ЛТ, да? Да. Это ЛТ, а это СТ. Зачем мне портить экипаж 16-го Юдуса? Ну что, я буду гонять для обзоров туда-сюда. Голду-то я не буду тратить, чтобы на 100% переобучить экипаж потом на Юдуса 16-го. Вот, смотрим, что у нас с УВНами. С УВНами у нас все хорошо, а мы помним, что большая часть башни, а это вот маска плюс вот эта щека, она достаточно бронирована. Поэтому такой УВН игры от рельефа на этом танке вам вполне может помогать. Вот. По ХП у нас 340, чуть меньше обычного, 360 обычного на втором левеле у танков, поэтому чуть меньше. По мобильности с турбиной 49 вперед, 20 назад, так было бы всего лишь 45 и 18 соответственно, менее 19 лошадей удельная мощность на тонну. По незаметности у нас здесь перк незаметности не вкачан вовсе, но он где-то лежит в плоскости 30% неподвижной машины и где-то 23% в движении. Незаметность нормально, танк на самом деле небольшой, низкий, приземистый,
С этим у него все хорошо. По обзору 245 метров, но у меня штраф в 55, должно было быть 300 штраф за командира, то, что не переобучен. Вот. По плюсам и минусам танка. Подвижность очень важная для песка. У него хуже топовой. То есть она меня не устраивает. Я вот на нем играл и не устраивает подвижность. Вот. Поэтому это скорее такой, ну не прям жирный минус, но маленький минус. Вот. По броне от борта танковать что-то может, башня, половина башни точно может, а корпус нет. Соответственно, здесь плюс-минус, то есть ни то, ни сё. Мы помним, что это ЛТ в любом случае. Вот. По пушке. Две пушки, пулеметная пушка на этом танке заходит лучше. Одиночными снарядами, вот сейчас поедем в обзор, топовую пушку, сами посмотрите. Она неплохая, но на ней неудобно играть. То есть у нее маленькая КД и маленькая альфа. И это реально мешает качественно играть. Вот. По обзору. Стандартный обзор 300 метров для вторых левелов. Тут и плюс, и минус. То есть ни плюс, ни минус. По незаметности однозначно плюс. Танчик маленький, низкий. Прокачайте перки у экипажа, как вы уже видели в таблице. Все у вас будет хорошо. Да и все, собственно. Предлагаю уже отправляться в бой, пощупать, подергать за рычаги, посмотреть, как с ТРВ-М38 играет в современном Редом. Погнали! Так, степи попали. Попали в одноуровневый бой. К двоечкам. Это хорошо. Это хорошо. Поедем налево. Сейчас проверим. Скорость, пушку. У нас обзор боем танк с ТРВ М38, второй левел, шведы. Сейчас мы этот танк пощупаем. Вот такой красавчик, да. Обычный прокачиваемый ветка. За мной! Ну, башня поворачивается достаточно медленно. Скорость тоже посредственная. 41, 42 по прямой. Вот такая себе трещотка, короче. Стаба. Так. Что мы хотим от второго левела, дорогие друзья? Больше врагов! Точность. Шедевр. Это мне нравится! Хорошо пошло! Миленько! Все, расправились. Получи! Придется туго. Да, 200 настреляли, круто. Враг уже близко. Это
Это мне нравится. Получи. Готов. Весь 90, господа, настреляли. Ура! А вон и БТ-2. Давай, давай, БТ-2. Гаси. Враги повсюду. Хорошо пошло. А счет-то между тем уже не хороший. Враг уже близко. Шрам останется загляденье. Миленько. Почти все ушло. Враги повсюду. Придется туго. Это мне нравится. Миленько. И этому конец. А что это, мы по захвату проиграем? Да, 500 настреляли. Ох. Враг уже близко. Ага. Хорошо пошло. Чертова имба. Вывел его из строя. Ну, Жалко, с ихними железяка. пулеметными, Отличная да. была. Да, проиграл. Ну вот такой вот танк, вот такой вот я водил, да, на вторых левелах. 2 фрага, 573 настреляли. По сути, почти 2 своих хп. Хороший ли это танк? Ну, такой себе. Мне на втором левеле все-таки больше нравятся пулеметные пушки, да, и здесь еще с такой маленькой альфой, причем частая КД, но маленькая альфа, отыгрывать тяжело, особенно против подвижных машин. Вот, поэтому назвать этот танк имбой не получается, прям язык не поворачивается, 2-е место по урону. Вот. Сказать, что
спуститься там со старших левелов, погонять, покайфовать в песке на этой машине точно не удастся против, ну, есть танки на втором левел гораздо интереснее. Вот. Подвижность посредственная, пушка странная, маленькая альфа, быстрая КД, но все равно не то, вот. Ну и отсутствие брони, безусловно. Поэтому это не имба, кайфовать на нем в песке особо не выйдет. Это факт. Пишите свои комментарии, какое вы используете оборудование на этом танке. Вот. А я считаю, что вообще эту проходную машину надо как можно быстрее пройти и забыть про нее. Вот такое мое резюме. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. А я говорю, до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.